Всем привет, с вами Светлана, вы на канале Светлана Тим. В этом мастер-классе покажу вам, как я вяжу реглан сверху, топ-даун, и поделюсь всеми своими расчетами. Благодаря этому вы сможете связать свитер на любой размер, из любой пряжи, любыми спицами, без готовых описаний и сложных формул. Мы вместе разберем, как вязать красивую горловину с помощью укороченных рядов, как правильно делать прибавки для рукавов и для тела, чтобы свитер хорошо сидел по фигуре. И также на что стоит обратить внимание в процессе вязания. Когда вы поймете этот принцип, сможете легко вязать самые разные свитеры, джемперы методом реглан сверху, создавать модели, которые идеально подходят именно вам. Посмотрите, какой цвет. Это вот такая марка. Я купила эту пряжу в Ирландии, в Дублине. Каждый моточек весит 50 грамм, в 50 граммах 110 метров. Рекомендуют вязать спицами от 4 до 6. 50% бэби альпака в составе, 35% органический котон и 10% шерсть. Цвет, вот вы видите, 78-64. Я купила 500 грамм, 10 моточков, надеюсь, мне хватит. Я связала образец, на спицах у меня 22 петли. 2 петли кромочные, я их не учитываю, то есть 20 петель и 20 рядов. В 20 петлях до стирки образец был 13 сантиметров в ширину до ВТО и 9 сантиметров в высоту. После ВТО образец немножко сел, поэтому ширина 12 сантиметров, высота 8,5 сантиметров. Я вяжу реглан сверху, поэтому при вязании поворотными рядами вяжу сначала спицами номер 5, круговыми спицами. Дальше, после того, как я уже буду вязать по кругу, я буду вязать номером 5,5, так как я вяжу по кругу, у меня плотность вязания меняется, вяжу немножко плотнее, у многих так происходит, поэтому по кругу номер 5,5, поворотными рядами спицы номер 5. Обхват шеи 63 сантиметра. Мой образец. В 20 петлях 12 сантиметров, 20 рядов 8,5 сантиметров. Образец уже после ВТО. То есть сколько сантиметров нам набирать? 63 умножаем на 20, делим на 12, набираю 105 петель. Я хочу количество парное, поэтому добавляю еще одну петлю, 106 петель на спице номер 5. Набираю 107 петель, 1 петля для соединения вязания в круг. Как я распределяю петли? 106 петель, общее количество. По 2 петли на регланной линии, 4 регланных линии. На рукава от общего количества петель на оба рукава приходится приблизительно 12%, то есть по 6%. На каждый рукав от общего количества, то есть 6 петель и 6. Получается у нас 106, отнимаем 8 петель, на регланной линии 98 петель. Дальше 98 отнимаем 12, 86 петель. 86 делим на 2, 43 петли спинка, 43 петли перед. Я хочу спинку, на спинке немного меньше петель, поэтому 43 отнимаю 3, оставляю 40 петель на спинку, 43 плюс 3, 46 петель на перед. То есть у меня по переду 6 петель больше, чем по спинке. Проверяйте количество петель, которые вы здесь отметили. 40 петель на спинку, 2 петли регланная линия, 6 петель рукава, 1 рукав, 6 петель, 2 регланная линия, 46 петель перед, 2 регланная линия, 2 петли, 6 петель на рукав, 2 петли регланная линия. Итого 106 петель. Вот так я распределяю петли на реглан. Начинаю вязать мой пуловер с открытого наборного края. Мне так больше нравится. Набираю на спице, нам надо набрать 107 петель, 106 плюс 1. Поэтому я наберу где-то 117 воздушных петель. Крючок у меня номер 5. И выбирайте пряжу вот такого плана, для того, чтобы потом было
просто все распустить. Не махер, да. Мне нравится начинать вязать свитера, пуловеры с открытого наборного края, так как всегда можно подкорректировать ширину горловины, высоту и так дальше. Итак, набираю 100, где-то 117 воздушных петель. Смотрите, в конце я рекомендую, я делаю так, выполняю узелок для того, чтобы знать, с какой стороны потом я буду распускать. Итак, я набираю 107 петель. Вот смотрите, вот у нас косичка. И с обратной стороны я захватываю вот эти петли и набираю необходимое нам количество петель. 107. 106 плюс 1 петля для соединения в круг. Соединяем петли в круг, смотрим, чтобы они не были перекручены. Я перевожу петлю с правой спицы на левую, первую петлю с левой спицы набрасываю на переснятую петлю, и это у нас получается, ставлю маркер, это у меня будет центр спинки, середина спинки. Расставляю маркеры. Я расставила маркеры. Центр спинки 18 петель, 2 петли линия реглан, 6 петель рукав, 2 петли для регланной линии, 50 петель переда. Я также обозначила центр переда маркером. 2 петли линия реглан, 6 петель рукав. Я поставила маркер в виде совушки для начала ряда. 2 петли реглан и 18 петель половина спинки. И сейчас я довяжу один ряд просто лицевыми петлями вот до этой регланной линии. Вот у нас середина спинки. Я провязала лицевыми петлями до начала ряда. И теперь я буду вязать укороченными рядами. Провязываем сначала 4, у нас здесь 4 точки разворота по рукавам с двух сторон. А затем будем провязывать укороченными рядами вырез горловины. То есть мы вяжем, уже все знают, я надеюсь, как вязать укороченные ряды. И не забываем, до маркера и после маркера в каждом ряду я буду провязывать прибавки. В каждом втором ряду. То есть прибавка, маркер, 2 лицевых, маркер, прибавка. Вяжем до маркера, прибавка, 2 лицевых, маркер, прибавка. Прибавляем петли в каждом втором ряду по регланным линиям. Я провязала пару укороченных рядов и решила вам показать, как я выполняю прибавки и как вязать укороченные ряды, может, кто не знает. Смотрите, я уже провязала одну петлю, то есть на лицевой стороне снимаю петлю, не провязывая, нить на себя, двойная петля. Я вяжу укороченные ряды таким способом. Затем провязываю петли до маркера. Перед маркером в каждом лицевом ряду или в каждом втором ряду выполняю прибавку. Если вы слышите звуки там за окном, то у нас через полчаса матч Аргентина-Испания. Я живу в Аргентине, поэтому все уже сходят с ума. Но у меня еще есть полчасика вам поснимать. Итак, чемпионат мира по футболу, да. Смотрите, выполнила прибавку. Начало ряда, вот маркер. 2 лицевых, регланная линия. После маркера также выполняю прибавку. Я прибавляю петли вот таким способом. Затем вяжу до следующих регланной линий все петли лицевыми. Перед маркером прибавка. То есть перед регланной линией я прибавляю петли, переснимаю маркер,
2 лицевых. Это у нас петли реглана, регланная линия. После маркера прибавляю 1 петлю. И дальше вяжу лицевыми до двойной петли, до петли, где мы выполняли разворот. Так, смотрите, вот она, двойная петля. Я провязываю ее лицевой. По схеме вяжу 1 петлю лицевую и разворачиваюсь. Выполняем укороченный ряд для нашего ростка. По изнаночной стороне спица заходит под рабочую нить. Снимаю петлю, не провязывая, и нить я тяну, подтягиваю от себя. У нас получается вот такая двойная. Как уже вязать ее, мы знаем. Я уже вам только что показала. Теперь вяжу все петли изнаночные до начала ряда. Вот, до следующего маркера. Так, вот я довязываю до регланной линии. Петля, которую мы прибавляли, изнаночная. 2 петли регланной линии. Переснимаю маркер начала ряда и вяжу изнаночными до двойной петли, там где мы выполняли разворот. Вот она, двойная. Эту петлю мы вяжем как 2 вместе изнаночной скрещенной, вот за задние стенки. Дальше по схеме у нас идет 1 изнаночная. И разворачиваемся. И снова выполняем укороченный ряд. Петлю снимаю со спицы, нить на себя. Выполняю вот такую двойную. И дальше вяжем лицевыми петлями до маркера. Перед маркером и после маркера не забываем добавлять 1 петлю. Прибавка. Итак, теперь у нас регланная линия, 2 лицевых. Снимаю маркер и выполняем 1 прибавку. И так я вяжу укороченными рядами. Сначала разворачиваемся по рукавам. Я провязала укороченные ряды, выполнила все укороты по рукаву. И теперь переходим к передней части горловины. То есть я буду теперь выполнять прибавки. Продолжаю выполнять прибавки в каждом втором ряду до маркера, после маркера. То есть в каждом втором ряду прибавляем 8 петель. И буду подбирать петли по схеме. 1 петля, 1 петля. Выполняю 1, 1, 2, 2, 3, 3. И так провязываю также вырез горловины по переду. Рассмотрим углубление по горловине. Вот у меня, смотрите, такой образец, да, я нарисовала. Вот получается у нас спинка, так, спинка, перед и рукава. Сначала мы выполняем поворотными рядами, начинаем вот отсюда, поворотными рядами, начало ряда, поворотными рядами формируем, вяжем туда-обратно, формируем росток, углубление по горловине спереди и сзади. Здесь у меня получается, смотрите, вот если мы поделим напополам, получается при вывязывании укороченных рядов по рукаву у меня получается углубление по переду на 2 сантиметра и по спинке. То есть углубление по спинке у меня 2 сантиметра. Вот смотрите, по этой линии, да, берем вот линия. Углубление 2 сантиметра по спинке и углубление по переду от этой спицы, от этой линии 12 сантиметров. Но уже при вязании укороченными рядами мы углубляемся и по спинке, и по переду на 2 сантиметра. То есть остается у меня на спинке выполнить только 10 сантиметров. И сейчас посмотрим все расчеты. Вот, смотрите, я уже здесь связала все укороченные ряды. Дальше буду вязать просто по кругу.
Вот у нас получается середина, да, плечо. Вот углубление по переду и углубление по спинке на пару сантиметров. По спинке сделано и по переду на больше, так как я уже закончила провязывать все укороченные ряды. Углубление по горловине или росток. По спинке я хочу выполнить углубление на 2 сантиметра, по переду на 12 сантиметров. В 2 сантиметрах мы не знаем, сколько это рядов, выполняем наши расчеты. 8,5 сантиметров это 20 рядов по нашему образцу. В 2 сантиметрах неизвестное количество рядов. Значит, 20 умножаем на 2, делим на 8,5, получаем 4,7. Это количество петель должно быть кратное 2. Я выбираю 4 ряда. То есть вот у нас 4 ряда будут по спинке и 4 ряда по переду. 8 рядов, 4 точки разворота, 8 рядов по рукаву для выполнения поворотными рядами углубления по спинке. И также это идет углубление по переду. И рассчитаем, сколько рядов нам надо провязать для того, чтобы выполнить углубление горловины по переду. 10 сантиметров. 2 сантиметра мы уже провязали. Вот они, эти 2 сантиметра. Мне осталось 10. 12 минус 2 – 10. Значит, в 10 сантиметрах неизвестное количество рядов. Выполняем расчеты по образцу. 20 умножаем на 10, делим на 8,5. Мне получается 23 ряда. Округляю к кратному количеству 22 ряда. То есть 22 ряда я должна здесь провязать для того, чтобы выполнить углубление по переду. Впереди у нас на перед я оставляла 46 петель. 46 делим на 2, 23 петли. То есть 23 петли мне необходимо поворотными рядами выполнить углубление по переду. 22 ряда углубления по переду. 22 делим на 2, 11. 11 точек разворота. И вот у нас получается 11 точек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Распределяю петли. Здесь 23 петли должно быть. Я распределила следующим образом. 4 раза по одной петле, 3 раза по 2, 3 раза по 3 и 4. То же самое с другой стороны. И таким образом мы будем вязать поворотными рядами туда-сюда, кружимся, кружимся, пока мы не провяжем все петли рукавов, затем переда, и дальше уже соединяемся в круг и вяжем по кругу. Я провязала все укороченные ряды. Смотрите, здесь вот посередине остались 12 петель, которые мы просто вяжем прямо. И хочу вам показать, как переснять эту петлю для того, чтобы затем, когда мы будем вязать по кругу дальше, да, все по кругу, здесь не образовывалась дырочка. То есть эту петлю мы переснимаем следующим образом. Спица под рабочую нить. Переснимаю эту петлю вот так вот сзади. И рабочую нить от себя. И дальше вяжу по кругу. Затем эти 2 петли, одну петлю свяжем вместе просто лицевой. То есть, это не 2 петли, одна двойная вяжется лицевой. Таким образом, здесь не будет никаких дырочек. Так как я буду уже вязать по кругу, меняю номер спиц на номер 5,5 и вяжу дальше по кругу номером спиц 5,5. Я уже буду дальше вязать по кругу. Как рассчитать необходимые нам прибавки по рукаву, по спинке и по переду? Значит, смотрите, будут разные прибавки, да, разный ритм прибавок. По рукаву, вот между регланными линиями, по переду и по спинке. По переду и по спинке я буду делать одинаково, то есть вязать одинаково, рассчитаю по спинке. По переду у меня уже больше петель. Вот, и рассчитаем рукава. Для начала, смотрите, нам необходимо измерить длину регланной линии по переду.
10 сантиметров. Почему по переду? По переду она короче, чем по спинке. По спинке длиннее, так как мы здесь вязали поворотными рядами. Меряем по переду. Я хочу регланную линию 35 сантиметров. То есть общая регланная линия, вот, 35. Так как изделие немножко сядет, она у меня будет где-то или 33, или 32 сантиметра. Так как у меня в высоту тоже эта пряжа садится после ВТО. Дальше нам необходимо также посчитать количество петель на данный момент, вот, на данную секунду, после того, как только мы соединились в круг. Считаем петли, сколько петель у нас по рукавах, спинка и перед. После вывязывания ростка на данный момент у меня между регланными линиями, то есть регланные линии я не учитываю, по рукавам по 32 петли, перед 72 петли и на спинке у меня 68 петель. Рассмотрим, как мы будем выполнять прибавки по рукаву. Окружность рукава я хочу 40 сантиметров. Сколько это петель? 12 сантиметров 20 петель по нашему образцу, 40 сантиметров неизвестное количество петель, делаем расчеты, у нас получается 66 петель, это окружность 40 сантиметров рукава. 66 петель минус 32 петли, которые у меня уже сейчас после вывязывания ростка на спицах, 34, то есть мне необходимо прибавить по рукаву 34 петли. 34 делим на 2, 17 прибавок, так как у нас 2 регланные линии, мы выполняем прибавки внутри, да, по рукаву с обеих сторон по регланным линиям. 17 прибавок. Сколько сантиметров мне еще необходимо провязать, чтобы выполнить 17 прибавок? Смотрите, регланная линия, я хочу 35 сантиметров. 35 отнимаем 10, это уже линия, которую мы уже провязали по переду. 25 сантиметров мне еще остается провязать. То есть по кругу я буду вязать еще 25 сантиметров. Сколько это рядов? Выполняем наши расчеты по образцу. И получается у меня 58 рядов. То есть в 58 рядах мне необходимо выполнить 17 прибавок. 58 делим на 17. У меня получается 3,4. Поэтому в каждом третьем или четвертом выполняем прибавки. И сейчас самое интересное. Мне поможет чат GPT или любая другая ИА, которая вам поможет рассчитать эти прибавки. Смотрите, я делаю простой запрос, 58 рядов, 17 прибавок, как выполнить, и смотрим. И вот нам отвечают, смотрите, выполнить прибавки через 3-4 ряда, какая удобная схема, в каждом третьем, четвертом, третьем, четвертом, третьем и так дальше. Проверка, сколько интервалов, сколько рядов, то есть вот прибавки, пожалуйста, получите, распишитесь. Рассмотрим прибавки по спинке. Для подрезов я оставляю 12 петель, это 7 сантиметров. Ширину спинки я хочу 68 сантиметров. Отнимаю 7 сантиметров на подрезы. То есть подрезы мы будем уже добавлять тогда, когда мы соединимся, разделим рукава от переда и спинки и будем вязать уже просто перед и спинку по кругу. И там я добавляю 12 петель на подрезы. То есть 68 отнимаю 7, 71 сантиметр. Мне необходима ширина спинки до подрезов. 68 петель уже связано. То есть я уже связала, да, росток, вы видели. Я вам все показала. 68 петель по спинке уже связано. Сколько это в сантиметрах? Выполняем наши расчеты. И получается то, что уже 40 сантиметров у меня уже связано. Ну, по нашему образцу все как всегда, да, 40 сантиметров уже связано. Я бы могла взять и измерить сантиметровой лентой эти 40 сантиметров. Но вот она спинка. И давайте, да, можно было сказать, давайте возьмем и просто вот, смотрите, от регланной линии просто я вот таким образом сделаю замер. У меня здесь получается больше, видите, 46 сантиметров. 45-46. Я хочу 40. Почему так? У меня же ведь образец сел. То есть после стирки здесь пряжа немножко
подсаживается, да, и это будет меньше. Поэтому все расчеты выполняем в сантиметрах и в петлях. Вот, не просто так, знаете, уже взяли и все померили, нет. Значит, 40 сантиметров мы уже связали. 61, вот, 61. Отнимаем 40. Необходимо нам еще провязать 21 сантиметр. Для желаемой ширины спинки 61. Плюс мы еще добавим на подрезы 7 сантиметров. Сколько это в петлях? В 21 сантиметре мы не знаем, сколько это петель. Вот, 21 сантиметр. Сколько же это петель? Выполняем наши расчеты, получаем 35 петель, округляем до четного числа 36 петель. 36 делим на 2, 18 петель. Мне необходимо прибавить по каждой регланной линии. Их 2 регланных линии, да, поэтому между регланными линиями по каждой линии 18 петель. То есть за 25 сантиметров нам необходимо прибавить 18 петель. 25 сантиметров это 58 рядов. Мы уже сделали расчеты для рукава. 58 делим на 18, 3 и 2. Получается то, что каждых 3 или 2 ряда необходимо прибавить эти петли по спинке. И те же самые прибавки я оставляю по переду. По переду у меня уже на 6 петель больше, поэтому те же прибавки у меня работают и по переду. И я даю тот же запрос чату GPT, 58 рядов, 18 прибавок, как выполнить. Если нужно выполнить 18 прибавок, вот, прибавки делать чередуя 3 и 4 ряда, подходящая схема, в каждом третьем, четвертом, третьем и так дальше. Вот вы все видите на экране, все расчеты вам выполнит любая ИА. Поэтому вот так. Я выполняю это так. Короче, у меня, в принципе, все получается, мне нравится. Смотрите, мне осталось провязать еще 10 рядов. Мне все нравится пока. Абсолютно. По спинке я уже связала 2 укороченных ряда. По переду я связала 1 укороченный ряд. Свяжу еще парочку. Можно было начать немножко повыше, но я начала здесь выполнять укороченные ряды, вот именно в этом месте. Я провязала уже все прибавки по регланным линиям. И смотрите, хочу вам показать. Всегда измеряйте в сантиметрах или можете примерять на себя. Я хотела, помните, регланную линию 35 сантиметров. Вот она, 35. Ширину рукава я хотела 40 сантиметров. И здесь должно быть 20. Но здесь немножко больше. Вот 22, 23. Вот он рукав. 23 сантиметра. Почему 23? Потому что после ВТО пряжа садится. Поэтому мы измеряем образец после ВТО. То есть после стирки этот рукав сядет. Присядет. Так, дальше. Уже время, значит, мне отделять рукава от спинки и переда. По кругу буду вязать рукава отдельно и перед и спинку. У нас начало ряда получается вот здесь. Ну, у меня, по крайней мере. Дальше провязала просто лицевыми петли спинки. Пересняла петли рукава на дополнительную нить. Вот у меня регланная линия состоит из 2 петель. 1 петлю на рукава и 1 петлю на спинку. Ну, с этой стороны 1 петля у нас уйдет на перед. Теперь я буду добавлять здесь петли. Я сейчас посмотрю в моих записях сколько. По-моему, было 14 петель, если я не ошибаюсь. Сейчас я посмотрю. Значит, все эти петли, которые мы сейчас добавим, они будут... Вот здесь петли, да. По рукаву я их потом убавлю, все эти петли. То есть у нас рукав будет вот то, как мы вначале и рассчитывали. Эти петли мы убавим. А по спинке и по переду мы тоже это учитывали в наших расчетах. Эти петли остаются и дадут нам ширину изделия.
По моим расчетам, я вот посмотрела, для подрезов я набираю по 12 петель с каждой стороны. Как я поднимаю петли на подрезы? Следующим образом. Значит, нить на указательном пальце. К себе разворачиваю палец и еще раз подвожу его под нить. Правая спица под первую нить, которая находится на пальце, и над второй нитью, и таким образом вывязываю одну петлю. Еще раз смотрите. И так я на подрезы наберу 12 петель. И после того, как я набрала 12 петель, я просто дальше вяжу до следующего рукава и делаем все то же самое. Вяжем подрезы на рукаве. Таким образом мы отделяем спинку перед от рукавов, и дальше буду вязать по кругу перед и спинку. Я закончила вязать спинку, перед. Смотрите, по переду я выполнила 3, 4, 5 укороченных рядов. Так. По спинке также я выполнила укороченные ряды. Я всегда это делаю, для того, чтобы спинка не была короткой. Значит, вот у меня 1 ряд, 2 и 3. 3 ряда по спинке укороченных. Я связала один рукав, я его хотела вязать немножко по-другому, хотела более здесь широкий, да, но у меня осталось только из пряжи вот моточек, так, один, как раз у меня сюда ушел один моточек, и немножко еще пряжи осталось для оформления горловины. Все, пряжи у меня больше нет, поэтому рукав я выполнила вот в таком стиле. Мне, кстати, очень понравилось. Здесь у меня оформила подрез и 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Убавила 12 петель. По 2 петли с каждой стороны. Естественно, я оформила здесь подрез. Выполняю убавки в каждом втором ряду. Сейчас я все покажу. И здесь на манжеты я провязала 2 вместе лицевой, 2 вместе изнаночной, убавила половину петель и провязала вот такую красивую манжетку, да? Дальше, смотрите. Здесь у нас, помните, мы набирали на подрезы 12 петель. Вот они. Но, конечно же, их будет на парочку петель больше, их будет 16, так как я буду добирать эти петли. И все равно все эти петли мы с вами убавим. То есть все эти петли убавляются. Переснимаю все петли на спицу. Петли, которые относятся к рукаву, которые у нас находятся на дополнительной нити. То есть я сначала пересниму все петли, затем обрезаю и вытягиваю нить. Я всегда записываю ряды. Вот сейчас, к примеру, я буду вязать второй рукав. Первый ряд будем набирать петли на подрезы. Значит, я второй рукав уже буду использовать вот красную ручку. И будем зачеркивать, к примеру. Первый ряд мы уже провязали. Второй, третий, четвертый. У меня все здесь помечено, где я выполняю убавки. Маркер. Моя красивенная совушка. Начало ряда. Дальше берем нашу рабочую нить и начинаем поднимать петли. Я поднимаю 16 петель. Почему 16? Пару петель с одной и с другой стороны я поднимаю для того, чтобы у меня здесь не было дырочек. Помните, да, мы набирали 12, 13, 14, 15, 16. Есть несколько способов, я буду использовать этот. Смотрите, вот у нас, сейчас я вам покажу. Вот у нас петля, которая на спице. Дальше у меня идет вот следующая петля. И мне надо поднять вот эту петлю. Можно крючком, можно спицей, неважно как, видите. То есть я буду
начинать вот с этой петли. Провяжу пару петель двойной нитью. Я не хочу делать здесь узелки никакие. Так, следующая петля. Вот она, смотрите. То есть эту петлю мы подняли. Вот она, следующая петля. Мы подняли эту. Вот она, следующая. То есть мы будем поднимать вот эти петли. Две петли я поднимаю вот за две, дальше за две дужки. 3 и дальше одна нить. 4. То есть вот видите, каждую петлю, каждый вот этот вот столбик, вот они, 1, 2, 3, поднимаем все эти петли. Петли не делайте длинными, высокими. Короткая петля должна быть, для того, чтобы потом не были видны дырочки. Особенно, когда мы вяжем, к примеру, не знаю, хлопок, да, стопроцентный, на котором видны все прибавки, все убавки, все дырочки. Поэтому надо быть здесь аккуратным. Так. Мне это спица мешает. Вот я поднимаю петли. И дальше у меня здесь получается вот такое расстояние между, видите, если я вот сейчас делаю так, то здесь получится такая небольшая дырочка. Поэтому как я делаю? Смотрите. Вот она, эта петля идет. Дальше следующая петля. Я буду поднимать вот эту петлю. Вот она. Одна. И еще я подниму вот эту петлю. Видите? Вот она. Вот захватываю так. Или вот можно, чтобы было еще лучше так. Но захвачу вот эту петлю одну. И затем я... В общем, здесь надо смотреть. Видите, она у меня получается такая высокая. Поэтому я ее сейчас вот сразу провяжу скрещенной. Вот как бы добавлю ее скрещенной. Видите? И дальше вяжем по кругу. Просто лицевыми петлями до... Ага, и здесь... Извиняюсь, я забыла поставить маркер. Так как нам необходимо будет все эти петли убавить в каждом втором ряду. То есть вяжу просто до следующего маркера по кругу. Второй ряд вяжем с прибавками. Вот эту первую петлю, которая у нас была еще на дополнительной нити, я ее провяжу лицевой скрещенной, чтобы здесь не было дырочки. Дальше, смотрите, может быть такое, вот после маркера, так. Если я сейчас вот буду вязать, все равно здесь какая-то, видите, пространство образовывается. Поэтому можно здесь, к примеру, поднять вот эту петлю, да, провязать ее лицевой скрещенной. И провязать ее лицевой скрещенной вместе вот с этой петлей. Тогда здесь как бы у нас не будет такой еще дырочки. То есть надо все смотреть. В зависимости от пряжи и так дальше. И теперь выполняем убавки. В этом ряду я провязываю 2 вместе лицевой. Так, теперь у меня эта петля стала немножко потуже. Но ничего страшного. Здесь сам смысл, чтобы не было никаких дырочек. У меня получается одна петля, которую я провязала двойной нитью. Вот. Итак, одна убавка у меня есть. Дальше вяжу все петли просто лицевыми. Эти петли можно провязать первый раз
которые мы подбирали лицевыми скрещенными. Также для того, чтобы здесь было поменьше всяких дырочек. Вот. До следующего маркера. Только в этом ряду мы вяжем первый ряд. После того, как мы набирали, поднимали петли на подрезы. Так. Лицевыми скрещенными. И здесь у меня остается 2 петли до маркера. Эти 2 петли я вяжу 2 вместе лицевой с наклоном вправо. И дальше вяжу просто лицевыми петлями до маркера, до начала ряда. Третий ряд вяжем просто лицевыми, без убавок. Вяжем четвертый ряд с убавлениями. После маркера провязываем 2 вместе лицевой с наклоном влево. Я разворачиваю петли для того, чтобы они не были скрещенными. То есть смотрите, как вы вяжете, петли должны находиться вот так. Берем за задние стенки и провязываю 2 вместе лицевой с наклоном влево. Затем вяжу все петли лицевые до следующего маркера. На спице до маркера остается 2 петли. И я их провязываю за передние стенки 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Смотрите за тем, чтобы петли не были скрещенные. И дальше вяжу уже следующий ряд без убавок. Таким образом я провязываю, убавляя петли, пока не останется 2 петли. И затем, в зависимости от того, какой рукав вы хотите, вот я, к примеру, выполняла убавки, так как у меня не хватало пряжи. Я боялась, у меня ее не хватит, у меня ее как раз хватило. Вот, выполняю убавки в каждом 6-м ряду. 5 рядов без убавок, 6-й ряд с убавками. У меня осталось вот немножко пряжи, я даже не знаю, сколько здесь грамм, наверное, грамм 20. И буду набирать петли, вернее, поднимать петли и вязать горловину спицами номер 4,5. Буду вязать резинкой 1 на 1. Там, где мы завязали узелок, вот он, я буду начинать вот, распускать эту косичку и поднимать петли. И вяжу резинку 1 на 1, лицевая, изнаночная, на необходимую нам высоту. Спицами, как я уже сказала, номер 4,5. Последних 3 ряда я провязала спицами номер 4. То есть начинали мы 4,5, номер 4, для того, чтобы здесь горловина была уже. Как я закрываю петли? Провязываю 2 лицевыми. Переснимаю эти петли на левую спицу и вяжу первая петля лицевая, айкорд на 1 петлю. 2 вместе лицевой. Снова переснимаю петли на левую спицу, вяжу лицевая, 2 вместе лицевой. Переснимаю петли, лицевая, 2 вместе лицевой. Когда я переходила на резинку 1 на 1, я убавляла петли. То есть я провязывала 10 петель, 2 вместе, 10 петель, 2 вместе. Поэтому здесь у меня как бы немножко присобрано, чтобы не было слишком широко.